Здравствуйте, уважаемые зрители канала «Видеоуроки математики». Вас приветствует преподаватель Лещенко Татьяна Александровна. Предлагаю вашему вниманию урок номер 3 из сокращенного курса геометрии 7 класса. Тема урока – параллельность и перпендикулярность прямых, углы. Дадим определение параллельных прямых. Две прямые на плоскости называются параллельными, если они не пересекаются. На рисунке прямая А параллельна прямой Б. Записывают это так. Дадим определение перпендикулярных прямых. Две прямые называют перпендикулярными, если они пересекаются под прямым углом. Записывают это так. Прямая А перпендикулярна прямой Б. Величина прямого угла равна 90 градусов. То есть угол АОБ или угол БОА равен 90 градусов. Записывают это так. Угол БОА равен 90 градусов. Через данную точку можно провести прямую перпендикулярную данной и только одну. То есть через точку Б можно провести прямую перпендикулярную прямой А и только одну. Или через точку О, лежащую на прямой А, можно провести прямую перпендикулярную этой прямой и только одну. Дадим определение перпендикуляра к данной прямой. Перпендикуляром к данной прямой называется отрезок прямой, перпендикулярной данной, от заданной точки до точки пересечения этих прямых. На рисунке ОП является перпендикуляром к прямой А. Точка П называется основанием перпендикуляра. То есть ОП перпендикулярна А, точка П основание перпендикуляра. Расстоянием от точки до прямой является длина перпендикуляра, опущенного из этой точки на прямую. На рисунке ОП расстояние от точки О до прямой А. Перпендикуляр – это наименьшее расстояние от данной точки до данной прямой. Или за наименьшее расстояние от данной точки до данной прямой принимают длину перпендикуляра, опущенного из этой точки на данную прямую. Теперь дадим определение угла. Углом называется фигура, образованная двумя различными лучами или полупрямыми, выходящими из одной точки. Полупрямые называют сторонами угла. Точку, из которой они выходят, называют вершиной угла. Записывают так. Угол АОБ. Точка О – вершина угла. Лучи ОА и ОБ – стороны угла. С понятием угла тесно связано понятие биссектрисы угла. Биссектрисой угла называется луч, проходящий между сторонами угла, который делит этот угол на два равных угла. На рисунке луч ОС – биссектриса угла АОБ. В этом случае угол АОС равен углу СОБ, или угол 1 равен углу 2. Рассмотрим виды углов. Величина угла АБС равна 90 градусов. Такой угол называется прямым. Величина угла альфа меньше 90 градусов. Такой угол называется острым. Величина угла бета больше 90 градусов, но меньше 180 градусов. Такой угол называется тупым. Величина угла МНП равна 180 градусов. Такой угол называется развернутым. Следующие понятия, связанные с понятием угла, это смежные и вертикальные углы. Смежными углами
называются углы, у которых одна сторона общая, а две другие стороны этих углов являются дополнительными полупрямыми, то есть дополняют друг друга до прямой линии. На рисунке угол АОБ и угол БОС являются смежными. Рассмотрим свойства смежных углов. Первое свойство. Сумма смежных углов равна 180 градусам. То есть сумма углов АОБ и БОС равна 180 градусам, так как эти углы в сумме образуют развернутый угол, величина которого равна 180 градусам. Второе свойство. Если два угла равны, то смежные с ними углы также равны. То есть если угол альфа равен углу бета, то смежные с ними углы гамма и дельта также равны. Третье свойство. Угол, смежный с прямым углом, также является прямым углом. То есть если величина угла 1 равна 90 градусов, то и величина смежного с ним угла 2 также равна 90 градусов. Следующее понятие – вертикальные углы. Вертикальными называются углы, у которых стороны являются дополнительными полупрямыми. На рисунке вертикальными являются углы АОД и БОС, а также АОС и БОД. Свойства вертикальных углов. Вертикальные углы равны. То есть если угол 1 и угол 2 вертикальные, то их величины равны. Угол 1 равен углу 2. Аналогично, если угол 3 и угол 4 вертикальные, то величина угла 3 равна величине угла 4. Или записывают так. Угол АОС равен углу БОД, где угол АОС и угол БОД вертикальные. Решим следующую задачу. Один из углов, образованных при пересечении двух прямых, равен сумме смежных с ним углов, чему равны углы. Согласно условию задачи, нам дана пара пересекающихся прямых АБ и СД. Эти прямые пересекаются в точке О. Записывают это так. Прямая АБ пересекает прямую СД в точке О. При этом величина одного из углов равна сумме величин смежных с ним углов. Например, угол СОБ равен сумме смежных с ним углов АОС и БОД. Запишем это. Угол СОБ равен сумме углов СОА и БОД. Необходимо найти все образовавшиеся в результате пересечения данных прямых углы. То есть угол СОА, СОБ, БОД, ДОА. Решение задачи. В результате пересечения прямых АБ и СД образовались 4 угла. Угол СОБ имеет два смежных угла СОА и БОД, которые являются вертикальными. Пусть величина угла СОА равна х градусов. Тогда величина угла БОД равна также х градусов по свойству вертикальных углов, которое гласит о том, что вертикальные углы равны. По условию задачи угол СОБ равен сумме углов СОА и БОД. Значит, угол СОБ равен х градусов плюс х градусов, то есть 2х градусов. По свойству смежных углов
сумма смежных углов равна 180 градусам. То есть угол СОБ плюс угол БОД равняется 180 градусам. Составим уравнение. Угол СОБ равен 2х, угол БОД равен х. Получается 2х плюс х равняется 180 градусам. Решим это уравнение. В левой части приведем подобные слагаемые. 2х плюс 1х получается 3х. 3х равняется 180 градусам. Чтобы найти неизвестный множитель х, надо произведение 180 градусов разделить на известный множитель 3. Получится 60 градусов. Итак, величины углов СОА и БОД равны по 60 градусов. А величина угла СОБ равна 2х, то есть 2 умноженное на 60, 120 градусов. А поскольку угол ДОА равен углу СОБ по свойству вертикальных углов, значит можем записать, что угол ДОА равен углу СОБ, и они равны 2х или 2 умноженное на 60 градусов. Получается 120 градусов. Остается записать ответ. Сначала запишем величину угла СОА, затем СОБ, затем БОД, затем ДОА. Угол СОА равен 60 градусов, СОБ 120, БОД 60 градусов, ДОА 120 градусов. На этом наш урок подошел к концу. Если вам понравился урок, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны. Буду вам благодарна, если поделитесь этим видео со своими друзьями через социальные сети. Спасибо за внимание и до следующей встречи на канале Видеоуроки математики.